Что испытал и пережил персонал Чернобыльской атомной электростанции, работавший не только в ночь аварии, но и в последующие дни после 26 апреля, как оперативники, ремонтники, ЭТР и служащие выполняли свой профессиональный долг в запредельных уровнях радиации, трудно представить даже коллегам-атомщикам, не говоря уже о простых гражданах. Но восстановить ход событий можно. Наш фильм основан на записях оперативных журналов, на станционных приказах и распоряжениях, на материалах следствия, на послеаварийных исследованиях и воспоминаниях участников тех событий. Люди всей планеты, умножайте усилия в борьбе за предотвращение ядерной катастрофы. Миру мир! Ура! Решение Политбюро ЦК Компартии Украины о проведении Киевской первомайской демонстрации приняли на основании данных, которыми обладали ученые на 15:00 30 апреля, а именно радиационный фон в Киеве в норме. Щербицкий предупредил всех руководителей республики, что на демонстрации должны быть все, ожидали московское руководство. Политбюро приняло решение людей выводить немного и демонстрацию провести быстро. Демонстрация, правда, прошла всего за 2 часа. Однако никто не предполагал, что 30 апреля около 8 вечера ветер переменится и радиоактивное загрязнение пойдет на Киев. К счастью, уже произошел общий спад радиоактивности, и, можно сказать, именно это спасло Киевскую область от непоправимого. Из справки 6-го управления КГБ УССР. 1 мая на 7 утра 1986 года по данным Республиканского управления по гидрометеорологическому контролю окружающей среды, радиационный фон в городе Киев составил от 550 до 1200 микрорентген в час. А в Припяти первомайской демонстрации не было. Улицы, площади и дома города-атомщиков были пусты. 1 мая нас повезли в Припять выгружать холодильники. К празднику уже много чего наготовили. Нет, вот так вот нормально, оно обыденно было очень интересно. Самое главное, вся бюрократия куда-то делась. Надо работать, работали, нет работы, все отдыхали. И никаких формальностей, никто никого никуда не загонял, никаких таких бюрократических препятствий не было, все исчезло. По штатному расписанию на конец марта 1986 года на ЧАЭС работало 1350 оперативников. Это именно те специалисты, которые не уехали в эвакуацию, а продолжали вместе с ремонтниками и аварийными бригадами, а также с начальниками и заместителями начальников цехов выполнять свои производственные обязанности. Оперативная смена – это отдельный организм, безусловно. Она достаточно автономная смена, и там люди очень хорошо друг друга знают. И поэтому очень сложно как бы бросить друг друга. И вот в этом смысле такая сплоченность, она, безусловно, сыграла свою роль. Поэтому вот эти вот маленькие смены, там отдельно турбинный цех, отдельно реактор, они друг за друга стояли и помогали, и понимали друг друга с полуслова. Это, конечно, помогало. Не стоит забывать, что сотрудники Чернобыльской атомной электростанции, как и пожарные и медицинские работники, в первые дни ликвидации аварии подверглись комбинированному воздействию радиоактивного излучения, внешнему гамма- и бета-облучению от радиоактивного выброса, фрагментированных частиц разрушенной активной зоны реактора и других радиоактивных частиц, оседавших на коже, а также внутреннему облучению за счет вдыхания радиоактивной пыли. С каждой новой отработанной сменой по медицинским показаниям, чаще всего это было изменение в крови, все больше работников ЧАЭС отправляли в медицинские учреждения. Особо тяжелых – в московскую клинику, остальных – в киевские больницы. Ну как избежать? В смысле не участвовать в аварии? Да.
Нет, ну то, что 26-го, по 2 мая я отработал. С 26-го. Потом начались изменения в крови, и меня вывели. Вообще начальников смен химцеха вывели, чтобы они остались способны работать, когда нужно будет действительно их знания, их опыт. Там остался цех без начальников смен, ну, потому что все оборудование практически стояло. 1 мая оперативный персонал Чернобыльской АЭС практически закончил основную работу по расхолаживанию реакторов 1, 2 и 3 энергоблоков и переводу их в глубоко подкритичное состояние. Как отмечал академик Легасов в своих воспоминаниях, в первую неделю после аварии, несмотря на нехватку технических средств, отсутствие должного опыта в ликвидации аварии подобного масштаба, независимо от должностей и независимо от задач, которые решали сотрудники Чернобыльской АЭС, все представляло собой хорошо отлаженным механизмом. Основная моя задача была собрать персонал, пионерлагерь сказочный, убедить, что ничего страшного не будет, привезти сюда, отработать, уехать. Ну, не сказал бы, что там какие-то героические поступки мы совершали, отбирали пробы. Единственное у меня только, что многое делалось, в принципе, зря и не нужно. Потому что само по себе отбирать пробы идти на 4-й блок, когда мы уже все знаем, было несерьезно. Вот такие распоряжения сыпались, мы шли, отбирали. И условия, так сказать, измерения практически не было. То есть приходишь ты в то помещение, в котором ты хочешь измерить эту пробу, в этом помещении фон чуть поменьше, и, естественно, на этом фоне мы видим то же самое. И аппаратура фактически, будем говорить, не функционирует так, как надо. За 5 дней персонал выполнил бесчетное количество всевозможных нештатных работ по ликвидации различных аварийных ситуаций. И многие специалисты уже выбрали не только месячную и годовую дозу облучения, но и гораздо больше. К сожалению, в первые дни ликвидации возможности тех немногих средств индивидуального дозиметрического контроля были ограничены. Поэтому точно оценить дозы, полученные персоналом в наиболее опасные дни, было невозможно. Оперативный штаб по ликвидации аварий принимает решение минимизировать дозовые нагрузки на специалистов Чернобыльской АЭС и сократить до критического минимума количество обслуживающего персонала. Из оставшихся оперативников сформировали так называемые сокращенные бригады. Теперь в смене работает человек 20-30 вместо 220. Сменные бригады проводят только самые необходимые работы – контроль температуры, воды, основных параметров. Главная задача – поддержание блоков в безопасном состоянии. Трудно было в первых числах мая. Самолеты сбрасывали, вертолеты сбрасывали мешки с песком в реактор, в 4-й. Столб, такое свечение, пламя. Вместе с Борисом Николаевичем Шульгиным мы пошли на 3-й реактор отсоединить кабель от электроприводов СУС. И тогда, чтобы прицельная, как сказать-то, меткость-то была у летчиков не очень, они могли мешок сбросить и на 3-й, они же рядом там. Отменили полеты на 2 часа, чтобы мы могли отсоединить безопасно. Работать надо было быстро, но четко. На БТРе со слесарем ездил на БНС 4.5, как раз напротив разрушенного 4-го аппарата. Поехали, сделали свою работу, вышли из водителя, тоже забирал уже с собой, он в подвале был, сделали мы свою работу, поднимаемся, а танк не заводится. И да. И сколько вы там постояли? Столько постояли, я не буду озвучивать цифру, сколько мы там взяли, но факт имел место быть. Да. Танк не заводится и все, хоть толкаем. А там? Да. А там вскрытый аппарат напротив нас. Да, было и такое. Нет. Это что, молодость? Можем называть молодость. Может, сейчас бы такое не делал, а тогда как-то, я вам честно скажу, на сегодняшний день страха не было.
О качественном и количественном составе выбросов из разрушенного 4-го блока станет известно гораздо позднее. Согласно отчету 2007 года, к моменту аварии активная зона реактора вмещала 1659 ТВС, 1 дополнительный поглотитель и 1 незагруженный канал. Большая часть ТВС представляла собой кассеты первой загрузки. Общая масса топлива, загруженного в активную зону, составляла более 190 тысяч килограмм. Если оценивать по среднему выгоранию, то на момент аварии в активной зоне находилось 1900 килограмм урана-235 и 760 килограмм плутония-239. После взрыва выброс радионуклидов из поврежденного реактора имел две компоненты. Одна содержала летучие радиоактивные вещества, которые выносились с аэрозолями. Другая компонента – это радионуклиды с относительно высокой температурой кипения, которые также вылетали в виде аэрозолей в составе урановой матрицы. Общий выброс составил менее 5%. Максимальная радиационная опасность от выброшенного топлива была на территории вокруг разрушенного реактора. Около 7% топлива было выброшено с периферийных участков активной зоны в завал со строительными конструкциями, на крышу деараторной этажерки и машинного зала 4-го блока, а также на околостанционную территорию, на оборудование, трансформаторы подстанций, шинопроводы, крышу центрального зала 3-го блока, вентиляционную трубу 2-й очереди ЧАЭС. Первоначально смены самоорганизовались. Начальники смен контролировали у себя информацию о своих людях, кто где. То есть они все-таки... И они сами определили, кто когда, куда, кому съездить. У кому-то там с семьей, ну, то есть личные проблемы сразу возникло массово. Кто-то смог, кому-то нужно было сопровождать семью, еще что-то такое. Поэтому они вели контроль самостоятельно. Чтобы сохранить здоровье специалистов, которые должны будут в ближайшем будущем пускать блоки, оперативников и ремонтников направляют в медицинские учреждения и санатории. А также, учитывая напряженную обстановку неизвестности, работников ЧАЭС отправляют в бессрочные или очередные отпуска искать семьи, эвакуированные из Припяти. Да, когда уже сказали, кто будет вызван в определенное время или пока свободен, люди начали разрешаться. Самовольного практически не было. Отсутствие. А ваша семья? Они у меня 27-го в 14:00 уехали на Полесское. Так. Жена с 2 детьми. Вы знали, куда она уехала? Какая-то связь с вами была? Первые дни не было. Вот посадили их в автобусы на Полесское, и все. И где-то потом они дали знать, я даже не знаю, как дали знать, когда уже приехали туда, во Владимир. Она к маме уехала. И их там, правда, не сразу нашли. Жена Семина Николая Тихоновича, она военнообязанная медсестра. Она пошла во Владимире из своей деревни вставать на воинский учет. Ее привезли в военкомат и запустили на этот прибор. Испытали. Да, ну и потом вот только их взяли в больницу, да, во Владимире, немножко там полечили. До 3 мая пришлось работать здесь. Затем директор ЧАЭС Виктор Петрович Брюханов дал команду сократить персонал, выдал нам справки, что станция в данный момент не нуждается, чтобы мы ехали, устраивались временно, а затем возвращались. Вместе с первоочередными задачами по ликвидации аварий на заседании правительственной комиссии объявили, что после масштабной дезактивации помещений станции необходимо начинать работу по пуску остановленных 1-го и 2-го блока. Стране нужна была электроэнергия. На смену оперативникам и ремонтникам в срочном порядке стали разыскивать и вызывать цеховой персонал Чернобыльской АЭС, который 27 апреля был отправлен в эвакуацию. Но станционники и сами пытались различными способами приехать на работу, ведь эвакуация была объявлена лишь на 3 дня. Этого решения никто не отменял. В начале мая начал поступать, уже приезжать в Сказочный тот персонал со 2-й очереди, который сначала уехал. Я не помню фамилии, но начали поступать люди. Хотя и трудно было попасть, но каким-то образом добирались.
Да, сами добирались. Потому что там какие-то кордоны, наверное, были, пропуска уже ввели. Ну, все говорят, что они с трудом добирались до сказочного, кто как мог. Поймите простую вещь. Да, станция, да, ТАСС что-то объявил. Но он эвакуировался, да? Ну блоки уже стали, да. Ну, блоки-то остановили, но никто же не знает, может, сейчас пускают. Первый блок-то, он же сначала с 500 мегаватт набрал нагрузку 1 миллион, потом остановили. Там же одна машина была в ремонте, выведена как раз ночь на 26-й в ремонт, а утром ее поднимали после аварии. Это закон энергетика. Ты потерял мощность, ты ее должен компенсировать. Ее тут же вывели из ремонта, еще в ремонт не успели вытащили, и блок вытащили на 1 миллион. И система же тоже ничего не понимает. Ребят, компенсируйте к утру мощность. Ехали через Иловицу на бронетранспортеры, а потом тут пешком шли. Даже не осознавали, шли через рыжий лес. Люди многие не знали. Мы им говорим, что тут... Кстати, я еще помню, мы на автобусе доехали до Копачей, и вот там пожилые люди, я как сейчас помню, гной раскидывал мужчина и картошку садили. Мы вышли, выходит этот химзащиты, там уже стояли люди в автобусе 1,5 рентгена, выйдите на улице меньше. А люди картошку садили, вот что поражало просто. Первый рабочий день после аварии. Я с большим трудом нашел, где находится штаб ЧАЭС, где находятся наши службы, отдел кадров. Все это находилось в Полесском. Прямой дороги уже не было. Через Чернигов, Киев, Полесское я туда прибыл на работу. После чего, просмотрев списки, кто остается, кто не остается, меня там не было найдено. Меня отправили устраивать семью и ждать вызова. Задачи по дезактивации оборудования, промышленных помещений и самой территории станции легли на плечи кадровых военных и резервистов войск химзащиты. И пустили внутрь станции армию. Как это произошло, сейчас я не могу сказать. Но солдаты, их, видимо, военные поставили на караулы внутри блока. И что произошло, когда я появился, я был в ужасе, потому что прошелся по блоку, все было разворочено. Все было остановлено, все насосное оборудование отключено. Первые дни у нас была забота только с поступлением воды. Начали прибывать эти войска химзащиты. Появилась какая-то обязанность их водить, что-то показывать, что-то рассказывать. Тоже много времени как-то занимало. Потом появились строители наши, УСЧАЭС. Они тоже где-то сразу появились через несколько дней. Начали городить какую-то перегородку между 3-м и 4-м блоком, кирпичную. Надо было их водить, показывать, где. То есть появилась уже такого рода работа, обеспечивающая. Организационная скорее, наверное, да? Возьми этого за шиворот, проведи туда, покажи где. Допусти. В первое время так и не допускали строго. Никаких вроде уже нарядов не было. Увы, для реализации всех поставленных задач по дезактивации даже у военных не было необходимого количества защитных респираторов, индивидуальных дозиметров и даже так называемых ТЛД. Даже карандаши-счетчики отсутствовали. Кроме того, большая часть из них была или не заряжена, либо работающие с приборами военнослужащие были не проинструктированы, как точно ими пользоваться, в какой момент времени необходимо перезаряжать или настраивать имеющийся дозиметр. Заводились новые люди. Как вы думаете, эти люди соблюдали то, что вы им говорили? И человеческий фактор, он присущ всегда. Одни соблюдали, другие не соблюдали. Но уследить за каждым, безусловно, не входило это в наши задачи. То элементарное, что мы могли обеспечить, безусловно, мы делали. К тому же на Чернобыльской атомной электростанции, как и на многих других атомных электростанциях СССР, не было автоматических систем внешней дозиметрии, которые должны выдавать телеметрическую информацию по радиационной обстановке в радиусе 1, 2, 4 и 10 километров. Поэтому приходилось организовывать большое количество людей для проведения разведывательных операций.
вот 30-километровая зона, а мы объехали один сегмент, вот такой, сектор один, вот этот, один объехали все, так сказать, где расположены вот эти точки отбора. Я записал всю дорогу, где ездили, там все у меня записано, собрал эту информацию. На второй день мы поехали в другую сторону, в южном направлении туда, так сказать, объехали. То есть практически мы объехали всю. В сторону водоема от станции мы не ездили. Там, тогда были там не те уровни, чтобы нам было ездить. И так было ясно, там, что было. Без отпуска и 3-4 часа сна каждые сутки. Сколько у вас было человек? Знаете, ну где-то около десятка нас было. Советский Союз не имел и радиоуправляемых самолетов, снабженных дозиметрическими приборами. Именно поэтому сотни пилотов вертолетов пришлось стать еще и дозиметристами. С 1 мая начали возить на Уралах. Сюда, мимо этого рыжего леса, на Урал. Первый Урал поднимает пыль, вот эти лепестки, едешь, приезжаешь, чихаешь, черный, вот этой пыли. Приехали сюда, прямо подогнали эти Уралы. Вот. На открытых Уралах? Нет, на закрытых Уралах. Ну, военные Уралы. Вот. А потом мы выходим со смены уже 2 мая. Тоже ждем тут в фойе, значит, команды начальника смены. Я выходить, а Уралов-то нету. Вот. Подъезжает БТР. БТР подъехал, туда женщины залезли, туда 2 мужика или там 5-6 человек. И он поехал. Что такое? Все, Уралов не будет, будут БТРы. И нас по 5-6 человек на БТРах так и отвозили. Сюда на станцию ездило очень мало народа. Мы когда мы уезжали сюда на станцию, сюда ехало тогда работать практически, от силы человек до 30. Как только стало ясно, что радиационный фон в пионерлагере повысился, напомню, из-за перемены ветра радиационная обстановка в лагере ухудшилась почти в 100 раз. Появилась срочная задача искать чистое место для дислокации ликвидаторов. Но еще почти 2 недели работники Чернобыльской атомной электростанции жили в пионерлагере. И с каждым часом их суммарная доза облучения возрастала. А в лагере никаких мер безопасности не было. Ну, то есть они же в любом случае проходили через КПП, их мерили? Да, если уровень был выше, вот этот уровень норма, вот этот уровень наша норма. А если уровень вот такой вот, мягко говоря, то сказать, их раздевали, меня самого раздели на входе, когда я приходил, все вот там пиджачок был симпатичный, так сказать, рубашечка мне симпатичная была, давай, говорит, постираем, потом все это. Пришел назад, да ты, говорит, смеешься, что ли, говорит, уже захоронили все это такое грязное. Ну, действительно, приехали все в этом деле. Вот представьте себе, люди приезжают со станции, ездят на бронетранспортерах, в это жарище дикое, там под 40 градусов, там еле-еле живые. В чем они там ехали, в том они в лагере находятся. Ну, а их разве не раздевали? Нет, когда потом уже, потому что наружного загрязнения нет. То, что внешнее облучение было, оно же, так сказать, значит, но все равно эта одежда грязная, и вот ее не сильно меняли, так сказать. Если уже запачкался, сильно, но все равно они контролировали, там, так сказать, дозики обмеряли каждого. Вот если, так сказать, выше, ну давай, снимай брюки, иди брюки, справку выписывали, иди брюки получи на складе новые, так сказать. То есть 2 смены получили большие облучения, то есть та, которая была во время аварии и после аварии. То есть эти смены практически уже были. Кто в больнице. В первые дни ликвидации даже сами медики вряд ли задумывались, с какой дозой радиационного облучения им приходится работать. Гораздо позже, используя биологическую дозиметрию, наиболее высокие дозы были зарегистрированы приблизительно у 400 сотрудников ЧАЭС. Из них наличие острой лучевой болезни подтвердилось у 134. Там с Москвы приехали медперсонал, с 6-й клиники, по-моему, там они были. И всех, кто с 5-й смены, на обследование положили. Я там пролежал 10 дней на обследовании. А потом в сентябре опять на блоке, дальше подготовка к пуске блока. 140 человек получили общую дозу внешней радиации в пределах от 1 до 2 грей. 55 человек от 2 до 4 грей. 21 человек получили дозу от 4 до 6 грей. 21 человек от 6 до 16 грей.
Результаты исследований показали, что облучение щитовидной железы за счет вдыхания загрязненного воздуха варьировалось от 20 зивертов у 173 человек до 11 зивертов у 5. Дозы облучения кожных покровов от бета-излучения, рассчитанные для некоторых пациентов с острой лучевой болезнью, находились в пределах от 400 до 500 Грей. Я вел статистику, когда работал начальником цеха. Тут где-то процентов 30 персонала, который погиб в первые, ушел от нас в первые года 3-4, вот это последствия того. То есть заболели или по каким-то другим причинам? Но именно вот из-за того, что... Ну, заболели, можно сказать, заболели. Ну, это много. Хотя... Несмотря на все эти диагнозы по вегетососудистой дистонии, которые нам всем ставили. У кого не было явных там ожогов, всего прочего. Все шли по вегетососудистой дистонии. Средняя величина индивидуальной годовой дозы, полученной в 1986 году, для такой критической группы, как кадровый персонал сотрудников Чернобыльской АЭС, которые приняли на себя основной дозовый удар, составила 0,31 Грей. Если я ехал и говорили, что да, за дорогу 2 БР, я же знал, что это 2 БР. Вы же понимаете, что такое 2 БР? Ну, это не очень много. Это сейчас много, кажется. Может, с позиции сегодняшнего времени это много. А тогда 2 это немного. У вас написано, сколько за это время вы получили? Да, мне 95 написали с копейкой. А через выходные на смену 1 мая приехали. А потом сказали, с 5-й смены, кто работал, никого в смену уже на блоке не пускать, потому что неизвестно, сколько кто получил, какую дозу облучения. А когда вы узнали, вот сколько вы получили? Вообще узнали ли? У нас тогда были фотодозиметры, которые только на 2 рентгена действуют. Они были засвечены, и эти кассетницы лежали при входе в морзал, в коридоре в этом переходном. Они у всех, кто даже и не был там, у них всех было больше 2 рентген, естественно, засвечены. Мы даже после ночной смены шли через санпропускник и мыться же. Все же надо помыться. Моемся, становимся на Руси, а оно все лампочки срабатывает. Но мы опять моемся. Потом один кто-то догадался, говорит, ребят, тут такой фон, что просто лампочки срабатывают от общего фона, а не то, что мы чистые или грязные. Когда 1 мая в Киев приехали председатель Совета министров СССР Рыжков и член Политбюро ЦК КПСС Лигачев, в правительственной комиссии уже было принято решение об отселении всей 30-километровой зоны. А 9 тысяч квартир, построенных для киевлян как подарок к 1 мая, республиканское руководство решило передать эвакуированным припятчанам.